Привет! Сейчас я вам покажу, как вязать вот такой сарафанчик. Его я вязала специально для куклы Розали, но даже если вы не вязали со мной эту куклу, я думаю, вам будет интересно посмотреть на принципы вязания такого сарафана. Итак, вязать его я буду своей любимой пряжей джинс синего цвета. Это пряжа от Yarnart. И голубого цвета. Это пряжа Alize Cotton Gold. Она такая же по толщине, как и пряжа джинс. Вязать я буду крючком 3 мм. И еще для застежки я буду использовать вот такие кнопочки для трикотажа. Я их покупала на Алиэкспрессе. Они бывают разных размеров. У меня кнопки диаметром 8 мм, но могут подойти и 9,5 мм. Вот 8 мм, а вот 9,5. 9,5 мм даже лучше, потому что у них вот эти коготки длиннее. Поэтому они надежнее держатся. Но я раньше этого не знала. И купила себе сначала самые маленькие кнопочки. Для кнопочек можно заказать специальный инструмент, которым их легко устанавливать. Но можно воспользоваться и подручными инструментами, если у вас такие есть. Раньше, когда у меня не было щипцов, я устанавливала кнопки с помощью такого инструмента и молотка. Ну а если вы не хотите заказывать такие кнопки, можно купить обычные пришивные кнопочки. Итак, начнем вязание. Сначала я буду вязать вперед сарафана. Он будет в виде трапеции. В первом ряду я делаю 18 воздушных петель. 1, 2, 3. Сделала. Во втором ряду я делаю одну воздушную петлю и вяжу 18 столбиков без накида, начиная со второй петли от крючка. Провязала. В третьем ряду я делаю поворот, одну воздушную петлю и буду вязать за передние полупетли. Во вторую петлю от крючка я делаю одну прибавку, то есть вяжу в одну петлю 2 столбика без накида. Затем вяжу 16 столбиков без накида. Все это делаю за переднюю полупетлю. Я провязала. У меня осталась одна свободная петля. И туда я вяжу одну прибавку. То есть 2 столбика без накида в одну петлю. В четвертом ряду я делаю поворот, одну воздушную петлю и снова все столбики буду провязывать за переднюю полупетлю. Делаю одну прибавку, то есть во вторую петлю от крючка провязываю 2 столбика без накида в одну петлю. Затем вяжу 18 столбиков без накида.
провязала и в последнюю петлю вяжу одну прибавку. И дальше аналогично вяжу следующие ряды по этой схеме. Я уже провязала и дальше буду обвязывать столбиками без накида вот эти края. Этот хвостик потом закреплю узлами с изнаночной стороны. Я беру ту же рабочую нить и с этой стороны вяжу 12 столбиков без накида. Можно, конечно, и больше, и меньше. Главное, чтобы с этой стороны было столько же столбиков, сколько и с другой стороны. Чтобы здесь не было дырочки, я ввожу крючок и захватываю еще какую-нибудь ниточку. Я вытягиваю здесь полупетельку и ввожу в нее тоже крючок. Вяжем не очень плотно, чтобы полотно не стягивалось. Дальше здесь я вяжу 18 столбиков без накида. Первый столбик вяжу туда же, куда вязала вот этот последний столбик без накида. Вяжу так до конца, провязала и вяжу последний 18 столбик. Эту ниточку оставляю на потом. И теперь вяжу с этой стороны 12 столбиков, начинаю вязать с той петли, куда вязала последний столбик без накида. Здесь, чтобы не было дырочки, я цепляю полупетлю уже с этой стороны. Я все обвязала. И теперь могу с изнаночной стороны закрепить этот хвостик и обрезать его. И дальше я продолжаю вязать этой нитью.
14 ряду я уже не делаю поворот. Я делаю 2 воздушные петли. Затем буду вязать за задние полупетли. В первую петлю вяжу 1 столбик с накидом. И в оставшиеся петли вяжу по 2 столбика с накидом в каждую петлю. Я уже связала. Всего я 35 раз провязала 2 столбика с накидом в одну петлю. И дальше мне нужно будет связать еще одну такую часть. Для этого я обрезаю здесь нить, оставляя здесь небольшой хвостик. И вяжу еще одну такую же деталь. Продолжу я вязать сарафанчик в следующем видео. Благодарю за просмотры, за то, что ставите лайки и оставляете комментарии. Мне очень приятно их читать. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые мастер-классы. Встретимся в следующем видео. Пока!